Цель сеанса — очиститься от всех негативных программ и энергии в моем пространстве, убрать все крючки, зацепки, чипы и импланты с моего эфирного физического тела и других тонких тел. Включить тор, гармонизировать поток энергии, жизни, все чужеродные энергии на полную аннигиляцию и закрыть порталы. Вернуть карму, если была переброшенная на меня, и приказываю всем, кто воздействовал, воздействует на меня, забрать своими же руками и применять на них же их воздействие. Запрещаю вторгаться в мое личное пространство, запрещаю переброс кармы на меня, возвращаю радость жизни, возвращаю ощущение счастья во все времена, как во времена до знакомства с антимиром. Возвращаю все частицы души, потерянные в результате коллаборации с антимиром, возвращаю свой творческий потенциал, свою силу. Убираю все причины оттечки энергии, наполняю любовью, гармонией, верой в план победы Первотворца жизни над антимиром. Привожу свои все тела в соответствии с эталонным ДНК, включаю процессы омоложения, развития. Очищаю все, что мне принадлежит от энергии антимира, наполняю все пространство вокруг меня энергиями радости, гармонии, любви и благополучия. Аспекты. Я устроилась на работу, и когда только увидела свой рабочий имейл, заметила приписку «ЭФАУ» – евангелическая организация. До этого я там работала, но как-то не знала, этого не обращала внимания в приписку эту. Если через это у меня есть связь с религиозным эгрегором, то хочу это отменить, расторгнуть и разорвать. Обличаю всю религиозную ересь, не хочу быть с этим связана никаким образом. Обличаю, что религия – главная уловка дьявола. Первое время на работе я сильно уставала, была в состоянии постоянного напряжения и стресса, даже закурила. Но потом взяла себя в руки и научилась совсем справляться. Хочу посмотреть, что произошло в момент подписания контракта на эфирном плане на эту работу. Я вела себя очень странно, как под гипнозом. Соглашалась на невыгодные мне условия и не постояла за себя. Думаю, что там было влияние. Отменяю поддаваться чужеродным энергиям. Хочу почистить все пространство на рабочем месте, убираю все крючки и зацепки, по которым у меня идет постоянный отток энергии. Судя по событиям, происходившим в моей жизни и связанным с моим постоянным поиском работы, пришла к выводу, что вокруг меня много ловушек, в которые не хотелось бы попасть. Хочу знать, является ли моя теперешняя работа как раз такой ловушкой антимира. Хочу разорвать контракт с этим связанный, если такой есть, и выполнить свою миссию. Второй аспект. Я проводила сеансы с Евгением, разбиралась с причинно-следственными связями. Это было очень нечетко и схематично, но слаживалось в общую картину. Иногда были даже моменты озарения, удивления, какие интересные глубокие мысли я озвучивала, о каких даже никогда не думала. Хотелось бы посмотреть, что произошло, например, на одном из последних сеансов на эфирном плане. Как они влияют на меня и на Евгения. Если было негативное влияние, то убираю и очищаю свое эфирное пространство от всего чужеродного. Имеет ли смысл продолжать и дальше, или лучше мне этим не заниматься? Насколько правильно я считываю энергии, достаточно ли я очистилась для того, чтобы считывать информацию правильно? Третье. Отменяю мое вступление в октябрята и пионеры в школьном возрасте. Выхожу из этих эгрегоров в этом и во всех других воплощениях. Возвращаю все частицы души, потерянные в результате этих взаимодействий. Возвращаю весь свой творческий потенциал, который был потерян мной при коллаборации с антимиром. Призываю силы карма, отказываюсь от всех ритуалов, гаданий, суеверий, вызываний духа, помощников, отказываюсь от каких-либо соприкасаний с Ильей и Моной, запрещаю им влиять на меня, вторгаться в мое эфирное пространство. Приказываю убрать все чипы, импланты, выталкиваю все чужеродное с моего эфирного и физических тел и всех остальных тонких тел. Возвращаю свою целостность, гармонию и веру в себя и Первотворца жизни, в наш светлый план и в то, что ничего не происходит без моего на то согласия. Забираю свое согласие быть жертвой во всех ситуациях, во всех воплощениях и на всех уровнях бытия. Четвертое. Я хочу знать, встречалась ли я со своей дочкой Мириам в предыдущих воплощениях. Если между нами есть еще не развязанная кармическая завязка, то хочу развязать ее. Прошу прощения у нее, если я ее предавала и обижала, и прощаю ей, если она это делала со мной. Налаживаю между нами гармонию, любовь и понимание. Пятое. Я заметила, что каждый раз, когда я провожу сеанс за день или за два, до этого сеансы проходят салуа. Это уже повторялось последние раз 5, может даже больше.
Интересно, связаны ли мы как-то и почему так происходит? Сразу приходит на сеанс она, а потом вот в течение 1-2 дней я. Мои сеансы очень нерегулярные, и я решаю спонтанно, когда чувствую, что пора. Если между нами какая-то кармическая связь, то мы делаем так одновременно сеансы очистки. Ну, если всплывет, посмотреть. Если нет, то неважно, просто интересно стало. По здоровью опять болит левый локоть. Мы убирали это уже на сеансе. Была привязка, коллаборация с антимиром, идти под ручку. Убираю, меняю ситуации, запрещаю возобновлять Илье отмененные контракты. Потому что у меня тоже раз было, что он это как-то возобновил, ну и это уже тоже убиралось, и как-то вот вообще долго-долго ничего не было. Вот это последнее неделю, может быть, чуть больше, опять повернулось все. Опять болит правое ухо, тоже уже убирали, была привязка, слушать ложь. Если остались импланты, убрать и контракты расторгнуть, и убрать окончательно. На месте зуба, который был связан с кусать, вкусить, то ли знание от дьявола, что-то такое было, обработка эзотерической информации, опять появились проблемы. Был связан с бывшим мужем. Что я еще не разобрала, хочу разобрать. Контракты расторгнуть и все зацепки убрать. И включить программу очищения, омоложения, гармонии и развития. Просто как так интересно, вот все поубирали, все не было, а теперь как-то такое впечатление, что, ну, может, что-то вернулось обратно, как-то так. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валерия. 1, 2, 3. Что-то непонятное. Как будто бы кто-то перед ней стоит. Угу. Какая-то как бабушка. Да еще с какой-то палочкой в правой руке. Какая-то программа. Я слышу шаблон. От этого шаблона идет подключка в сектор магии и сектор интерферента. Угу. Так. Сейчас я с другого ракурса посмотрю. Да, она закрывает полностью Валерию. Когда я зашла с другой стороны, то увидела, что у Валерии такое свечение, но ее энергосфера вот так с правой стороны вот так как затянулась. Знаешь, как будто бы она в щель. Как будто бы ее вот так задавили, как дверью, знаешь. Защемили. Угу. Да, и оно вот так... И там, где эта дверь защемлена, там вот это какая-то фигура, ну, как женщина или кто это такая, какая-то очень старое лицо поморщенное. О, Тереза. А я смотрю, что это у нее такое тут беленькое, а у нее, как у священников, кусочек воротничка белого. И что-то беленькое, какая-то полосочка типа на какой-то платочек или что-то черное. А лицо поморщенное. И сразу я ее узнала, и считывается. Тереза, она она вот с правой стороны, вот как эта щель, и находится вот в секторе магии. Ясно, Виктория. Что, давай считаем эфирный ДНК Валерия или это? Так, там какой-то контракт, вижу печать. Сейчас я ее отодвигаю. Угу. Вижу Валерия, ее энергосфера большая, шарообразная, но вот так вытянута. С одной стороны, как будто бы ее вот так схлопнули. И вытягивается вот так сектор интерферентов. Там контракт какой-то есть. Угу. Да, хорошо. Спроси у Валерии, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Давай я считаю ее эфирные ДНК. Ага, считай. Считай, Виктория, эфирная ДНК, Валерия или это?
эм, кто-то как будто бы мешает мне это сделать. Из сектора магии как будто бы счеты такие, знаешь, там на таких. Мгм. И так цик, как будто бы кто-то что-то считает, и в этот момент а, как камешки какие-то просто вот так падают. И я посмотрела, что это за черные камешки, а там это выглядит как такая куколка, как ребеночек, как будто бы завернут в пеленочки, такие черные пеленочки, а лицо Валерии внутри. М. Такие вот куколки падают туда. Так. Хорошо, передай Валерии, что она заказала сеанс. Пусть она, если хочет, поднимется повыше. Ну подожди, я же Да. считаю, давай все по этому. Мгм. Я же должна считать ее эфирное ДНК, получить подтверждение. Сейчас я это просто отвлеклась, то есть эта Понял. ситуация меня отвлекла. Хорошо, Виктория. Считай, пожалуйста, эфирная ДНК Валерии. Она ли это? Ну да, считывается, что это ее эфирный двойник. А я сейчас, то есть у нее образовалось какое-то еще одно пространство, как такая накладка, скажем так. Мгм. Эм, Оно считывается эфирный двойник коллаборации. И мне постоянно уже несколько раз идет, что это все потому, что она не выполняет свою миссию. То есть она как бы идет не по своему пути. Ну, Валерия, сейчас я ее Мгм. считаю. Да, это она, я вижу, да. Вот сейчас я вижу. Я Мгм. вижу ее истинное я, Хорошо, Виктория. да. Спроси у Валерии, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Да, она говорит, что разрешает, и говорит, что ее ущемили. И показывает вот эту полосочку, как будто бы она вот так дверью. Двери Мгм. нету никакой. Но вот ее энергосфера вот так защемлена в этой полосочке. Хорошо. Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Там какая-то женщина. Мгм. Она очень старая выглядит, лицо такое. Говорит, что она хозяйка дома, Бога. И вот так палец подняла вверх. И снимает какую-то картину со стены. Сняла какую-то картину и положила на стол. Когда она положила на стол эту картину, как портрет какой-то, то Мгм. этот портрет как стекло какое-то, оно разбилось с одной стороны на такие мелкие кусочки. И она берет этот один кусочек, осколочек и царапает левой рукой, царапает на руке у Валерии, Мгм. на правой руке, вот так вот здесь царапает. Сейчас я ее спрошу, кто она такая. И что это она царапает. Приказываю ей отвечать, кто она такая. Она считывается вот так, сидит как лягушка, вот так, ноги, вот так вот. Мгм. Говорит, что она коллаборация с преисподней. То есть это программа. А кто на физике? Мгм. Кто на физике, приказываю проявить согласно физической ДНК.
О, прозвучала школа. Мгм. Люциферианская школа звучит. И там какой-то, по-моему, это, да, мужские энергии, как будто мужчина такой толстенький, с какой-то то ли лысоватый, то ли светлые волосы. Мгм. И он берет листочек, и он как дыроколом сделал дырочки и вставил вот так в папку. Я слышу договор о сотрудничестве. Вложил в папку, и это вот как раз вот эта полосочка, куда, ну вот так, где эти э, листики складывают, ну вот так вот, да? Мгм. Это как раз и есть вот это в ее эфирном пространстве, и вдруг пошла полоса к ее левому локтю из сектора интерферентов. Мгм. Так. Кто находится в секторе интерферентов, приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Появляется какая-то сущность странная, то есть энергия считывается как сущность наполовину черная, какая-то такая разлезлая, и вот так как будто бы переделена вот слева, вот как бы от левого уха до правой ноги. И вот эта часть левая черная, а вот эта красная. И так выглядит как плоская такая, как будто бы вырезана из бумажки. Так, Мгм. Что это, Виктория, программа? да, это программа. Она Мгм. считывается разодранное сознание. Школьный эгрегор. Мгм. Ну да, ну школа создана для того, чтобы отвлечь ребенка, то есть воспитать его рабом для системы. И ребенок, ну, его не учат там жить, ценностям, его там не учат. Его учат там быть послушным исполнителем тех законов, да? А тот, кто успевает, преуспевает, он развивается в рамках своего, и он нарушает законы, принятые как бы людьми, да? Ну, типа законы не такие, как в полиции, да, а законы, например, там не высовывайся, не слушай себя, слушай начальника, ну вот такие, да. Мгм. И я вижу, что это эгрегор, Мгм. а вот эта сущность, она считывается разодрать сознание, упластить, вот она почему такая плоская, упластить сознание, то есть просто как я слышу плащаница, да, то есть вот эта Мгм. тряпочка, которой якобы накрывали Иисуса. То есть это оно связано очень с религиозным эгрегором. Мгм. Так, кто хозяин этого эгрегора? Приказываю проявить согласно эфирной ДНК в емкость. Лезет какое-то существо, ну, энергия считывается как большой такой, как варан, Мгм. лапами Варан. переставляет, Мгм. но он такой, знаешь, вот, ну, варан– это такая огромная ящерица, Мгм. которая вот так ходит на лапах, такая. И вот такой варан появляется. Сейчас я с ним поговорю, кто он. И вдруг этот варан встает, и так галстучек поправляет. Считывается система управления сознанием. Школьный эгрегор. Мгм. Так. Хорошо. Кто хозяин этого варана, этого приказываю проявить согласно эфирной ДНК тоже в емкость.
Под ними образовалась такая, как каруселька, и вижу, там считывается господство, господин, и как будто бы такие веревочки черные, на которой вот на этой платформе стоит этот варан. А от этой платформы черной идут такие вниз черные полосочки, и вот внутри этих как бы еще одно пространство, и там ходят вот так по кругу, считываются иезуиты. Они ходят и читают, как будто бы что-то читают. А считывается, что я подумала, что они делают. Мне идет ответ, что они говорят, изучаем тонкости человеческой психики. Мгм. И вот это идет это имя Оруэлл, да, этот человек, который описал всю систему подчинения, это как они, какие психотехники используют для подчинения Мгм. общества. Так, кто такие эти иезуиты? Что они себя представляют? Это Они программа вот так или... показали одну руку, и оно идет число 9. Ну, пальцев 5. Вот так Мгм. один из них показал и говорит 9. А 9 говорит учителей. Это Мгм. связано с масонством. Говорит устроителей мирового господства. Они Мгм. себя называют белым братством. И как будто бы в какой-то пещере сидят. Ну, это как... Сейчас посмотрю. Ну, не то белое братство, которое там Кремль придумал, да, и было, Мгм. а какое-то другое совершенно. Оно ж Тибет, с Тибетом связано. Мгм. И он опять вот так пальцами показывает, но говорит 9 учителей. Мгм. Эти девочки, Хранители тайн, да, они говорят. эти хранители тайн как-то с Валерией соприкасаются как-то? Есть какие-то между ними Вот эта связь, связи? это вот Мгм. щелочка вот эта. Мгм. Именно вот эта полосочка, которая вот так, ну, есть такой вот этот дырокол, что ты вставляешь там такие полосочки, две бумажку, там чик, и дырочки сделались. И вот Мгм. это ее как, Скрепляет. да, как будто бы ее вот в эту скрепочку захватили, Мгм. и такая полосочка, как листочек. Так. Хорошо. Кто хозяин этих учителей? Самым главным приказываю проявиться согласно эфирной ДНК в его пространстве за стекло с отражателем. Какой-то там зверюга. Хорошо, что ты сказала, чтобы это закрыть. Вот такая Мгм. зверюга такими лапищами вот так. М. Рассчитывается Люцифер. Он как зверь с такими... Упырь, Люцифер. Мгм. Так, есть у этого Люцифера частички души Валерии, энергии? Он говорит, миссия отменена. Это я уже второй раз услышала. Что И это? я вижу, что есть ее энергия, которая откушена, буквально считывается как откушена. И М. она внизу в секторе интерферентов, но она как бы откушена не от ее, ну, от ее эфирного пространства, это понятно. Но там же есть еще другие мерности, вот, выше ее. И я вижу, что считывается откушена и погребена. То есть как будто бы они откусили, и как листочками, как будто бы так, знаешь, в кучке листьев, вот так чем-то так набросали, типа, ну, прикрыли это. Ага, спрятали. Да. Мгм.
О какой миссии говорится, которая миссия отменена? Что это за миссия? Я слышу, что оно идет вот так, как будто бы из сердца идет, ну, когда Валерия читала аспекты, она сказала включи Тор. А я себе думаю, ну интересно, да, то есть это эзотерический вопрос, включить Тор. Почему? Потому что естественный поток и энергии начинают естественно протекать тогда, когда мы делаем правильное решение. А Мгм. искусственно включить Тор, что-то там исправить, это вмешательство в божественный, скажем так, Хм. промысел, да? Нет такой кнопочки, просто Нет, включить. да, то есть потому что, ну, как бы Творец поделился своей жизнью, и часть его – это наша душа. А вот то, что мы уже творим, это уже как бы творение наше. И это мы уже, как творцы, уже своими мыслями, действиями, вот это эфирное пространство свое, это мы уже натворили, да? Мгм. И когда ты спросил миссия, то я вижу вот так вот, что Тор не из седьмой чакры, а из сердца идет. Вот так вот. И Валерия так раскрывается, а буквально считывается как родиться заново. И она вот так как бы рождается, знаешь, а такой эффект, ну, аналогия, как гусеница превращается в бабочку. То есть вот такой метаморфоза, чтобы произошла, должна. И мне и прямо идет, вот так четко идет, что как бы стать творцом. Мгм. Ну, не ходить в подчинении, а стать творцом, свободным творцом, чтобы все видеть, понимать и сотворять чистую божественную реальность. Мгм. Я слышу найти свой дух, возродиться. Это вот так вот, возродиться. Мгм. Так. Хорошо, вот эта часть, которая ее откушена, когда это произошло, когда ее откусили, эту часть, что это было за событие? Я вижу, что вот этот полный лысоватый человек, у него вдруг появляется как тельняшка на нем, полоски такие, как будто бы матросская такая одежда. Мгм. Вот, и я подумала, что это вообще за эти полосочки? Оно считывается как глубинное сознание. То есть то, что под водой, да, то, что не Мгм. видно наверху. Подспудные. Вот. Мгм. И там такой контракт. Мгм. И снова я раз 5 уже слышала, как только я смотрю туда, миссия отменяется, миссия отменяется. Мгм. Так, что делала Валерия, когда это произошло? Это что, трудоустройство на работу было? Да, я ее вижу. Вот она сидит. Мгм. Так, Там присутствует, считывается, что в тот момент эта система, школа эта, да, считывается, что поделилась своей энергией, и в ее пространство вошла, нужно посмотреть, что это за Баба-Яга тут стоит с палкой. мгм. Так, хорошо, Виктория, эти ситуации пока замораживаем. Да. Давай посмотрим, что это за Баба-Яга с этой палкой. Что это программа? Сейчас я посмотрю. Она Мгм. как будто бы какие-то таблеточки высыпает себе в руку, в правую, и так заглатывает.
Сейчас я спрошу, кто она. Но считывается, что это демон. Мгм. Это демон. Что это сущность. То есть это духовная сущность. Мгм. Я сейчас Приказ посмотрю, что она делает в в пространстве Валерии. пространстве. Мгм. Я вижу, что Валерия сидит так и разговаривает, а эта энергия ее окутывает вот так вот. Ее такую огромную энергосферу вот так окутывает и берет и глаза замазывает. Вот, считывается коллаборация. Мгм. Так, что это за сущность? Приказывает этой сущности снять иллюзии, все защиты, на снятие магии колдовства и принять форму, соответственно, его истинной эфирной ДНК. Считывается страж, и я вижу, что это как какая-то кикимора, которая как статуи вот так на храмах этих А как горгульи вот эти? католических. Ага. Да, да. Мгм. Вот, и я вижу, что этот дух, он просто из этого, с этой кикиморы, ну, с этой статуи слетает. То есть он входит в эту статую и выходит. А источник его в секторе интерферентов, а это сущность, просто сущность, он там превращается в такую плотную энергетическую структуру, м, Мгм. и он, я слышу, добывает, как добытчик какой-то. И он приносит, и такие, я вижу этот свет, договор о сотрудничестве, и вот так опять такой дырокол, и опять в такую папку. И слышу, она согласилась. И вот в этот момент я вдруг увидела тот момент, когда она обратила внимание на этот окончание этого мейла, название. То есть Мгм. она на это обратила внимание, то Ага. есть ее подсознание подсказало. Ага. Так, хорошо. Что в момент подписания этого контракта, на что согласилась Валерия? Я слышу отложить свою миссию. Она как будто бы в сторону. У нее какая-то миссия, которую она должна выполнять, Мгм. но она себя как бы, я слышу, затуманивает, то есть ищет занятия не по себе, не в согласии с той миссией. Мгм. Э, Так, отложила свою миссию. Понятно. Интересно, Где в за... чем миссия? Мгм. Так. А миссия у нее вот это снова я вижу, как я слышу, родиться заново, Мгм. родить свой род. То есть когда она рождается вот так вот из сердца своего, то она начинает вытаскивать из сектора интерферентов, вот так изнутри, из нее вот так вытаскивается вот это древо жизни. Мгм. Я слышу миссия возобновления пространства жизни. Мгм. Да, интересненько. Освобождение рода как бы идет за счет того, что она освободилась и потянула за собой ее род. Хорошо. Хорошо, Виктория, давай вернемся к этому контракту. Давай посмотрим зацепки, почему Валерия пошла на это, отложить ее миссию. Я вижу, что там происходит негативное НЛП-программирование.
от этого человека появляются синие, ярко-синие энергии, которые вот так полосочкой идут к ней, а там превращаются как в ножи такие, тесаки большие, 2 штуки. Мгм. И такие они как-то чух-чух-чух. Так, приказывай этому мужчине отвечать, что он делает в пространстве, Валерия. Очень странно. Он говорит, накладываю штаны и показывает, как он наложил кучку в его штаны. И вот так это стянул эти штаны, они превратились в такую, как мешочек. Мгм. И, и передает это в сектор интерферентов. И там внутри вижу сияние такое, и я слышу, она согласилась. То есть вот этот листик, ее контракт. А на что она согласилась? Давай посмотрим, Виктория, на что согласилась Валерия. Звучит очень странно быть матерью Люцифера. Так, Что это значит? вижу, что я слышу переформатировка сознания, и идет из сектора магии на нижнем уровне еще какое-то воздействие. Какая-то, я слышу, плата сознания. Кто-то там еще задействован. Мгм. Снова какие-то вот эти полосочки, белое, черное. Мгм. Что это за плата сознания? Что это за энергия? Ну, это я вижу, что такой, как какая-то зеленая пластинка. Мгм. А на этой пластинке как будто какое-то колесико круглое, кружочек. И есть такая стрелочка, которая вот так переводит туда-сюда. Так, а кому принадлежит эта черная стрелочка? Кто хозяин? Приказываю проявиться хозяину этой стрелочки. В секторе магии находится кто-то, кто звучит мать Люцифера. Мгм. Что это за мать Люцифера? Приказываю ей проявить согласно ее эфирной ДНК. Ей или он? Ну, Непонятно. кто это мать Люцифера? О ком идет речь? Что это такое? Приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Это муха. Мгм. Конкретная муха. Ну, такая странная какая-то. Она в секторе магии находится. Так, сейчас я рассмотрю. Я закрыла этот объект. Мгм. Вот Да. такие стеклянные эти. Сейчас я рассмотрю, что это вообще такое. Так, она вот эта муха-цокотуха как-то, ну, как будто бы жужжит. Она как искусственная. Мгм. Сейчас я считаю. Так беру, как будто бы сканирую, и все перевожу на листик, на такой. Сейчас я почитаю. Слышу, что это люциферианское сознание. Так, какой смысл? Какую роль она выполняет? Мгм. Магическое сознание. Магическая система Мгм. управления. Насилие, магия. Вертухайство. Это что? Это служение. Вот, наклониться, поклониться. Мгм. Так,
как этот, как вертухай Мгм. на входе, знаешь, вот так кланяется всем. Ага. Это как... Ладно. Приглашающий войти. М, Э, называется. Так, Так, и... а когда она, интересно, появилась впервые? Чье это творение? Чье творение этой мухи, когда это произошло? Сотворение этой мухи. Так, сейчас я погружаюсь в прошлое. Мгм. Так. Вижу вот так. Я слышу, что это субъект торговли. Это раздумие. Это в тот момент она сотворилась, когда Люцифер, будучи еще совершенным ангелом или творцом, сочинял планы. И я вижу, когда он сочинял план обойти Бога Творца. Так, Мгм. обойти. Я слышу сознание сферы жизни, как будто бы с другой стороны. Так. Мгм. Когда он вот это размышлял, он заложил ее основы. Вот эта пружинка, которая внутри, которая ее заводит. Она находится как в чреве, как в животе. У нее такая пружинка, которая, знаешь, как эти игрушечки закрутил или часики Мгм. закрутил, и пружинка там Завод. Мгм. завод. Какое-то время, потом оно раскручивается и поддерживает. И я Мгм. вижу, что у него как бы этой энергии хватило ее завести, эту пружинку, на какое-то время. Но потом а, он начал подключать вот эти куколки, которые как такие яйца, да, как куколки, как детки, как будто бы в черных пеленочках, но они вот такие продолговатые, точно вот как яйца, как личинки. И я слышу, что человеческие души, они начали как бы подкармливать эту всю систему для того, чтобы продолжать как бы подкручивать эту систему. Мгм. Это сфера познания. Я вижу, что эта сфера познания находится вот не в голове у этой мухи, а в животе. И это связано с жизнью, с продолжительностью жизни. Мгм. Да, это как механизм такой, это эзотерический, магический такой механизм или, скажем так, логистика, которая как запускает, программа такая, да. Мгм. Каждая энергия это информация или программа. Вот. И это вот эта муха. И у нее такие черные глаза. Эти черные глаза, Что и они в них обозначают? кто-то чьи-то энергии чувствует человеческие. Я в них смотрю и вижу такие полосочки. Я вижу, Мгм. и оно считывается люциферианское сознание. Вот это белое, гипноз черное. Это насилие, магия, магическое. И я слышу магическая сфера смерти. Вверху сияющая сфера жизни, а внизу, вот там, где спектр интерферентов, там это сфера смерти. Мгм. А А, эта черная энергия символизирует как раз это магическое мышление и вот эту всю эзотерику, которая как бы обманывает человека для того, чтобы затянуть.
в лапы этой конструкции. Так, каким образом эта муха в этот момент контракта Валерии, как она воздействовала на нее? Так, а где она вообще первый раз взялась в пространстве? Она же притянулась на что-то. И Я я вижу, посмотрю. Да. потому что я вот смотрю, там есть такой, я слышу крючок, вот как эту полосочку, да, запихивает ее контракт, то я слышу крючок, то есть там вот этот крючок, он заходит в ее пространство, там уже у нее есть зацепка. Сейчас я спрашиваю Валерию, видит ли она, что в ее пространстве происходит, и она вот так смотрит и говорит: у меня мушиные глаза. И показывает, что в ее пространстве появились как будто бы часть морды этой мухи, вот с такими этими черными накладками на глазах. Я ее спрошу сейчас, где она их взяла, когда они появились впервые. И она показывает, как она вот так, у нее программа сработала, вот руки вот так, и она вот так, знаешь, как с этого мультика, где этот играл, и крыски там шли. И вот На она, флейте играл крысолов да, этот. и вот она, эта программа так сработала, и Валерия как бы идет, и потом я вижу, она делает вот так рукой огромный такой круг, говорит, открывает портал. Я спрашиваю, зачем ей открывать портал. Она говорит, он меня научил. Открывается портал, вот как кино показывают, такой кружок, вот точно так же у нее появилось. Я сейчас спрошу, что она делала на физике, чтобы открыть этот портал. Она говорит, вижу у нее ручка черная в руке, она говорит, я пишу письмо Илье. Так, я сейчас посмотрю, что она делала, какое письмо она ему написала. Оно считывается, как я ищу дружбы с тобой. Так, а что она делала? Илья появляется в виде Сталина в такой одежде зеленой. И так как будто бы кому-то говорит, она меня любит. Этот Сталин говорит. И это говорит, она меня любит. И говорит, что она сделает, что я хочу. Так. И у него на глазах вот эти черные как раз мушиные глаза. Он как раз и есть как этой мухой. Ну, в физическом. Это сознание люциферианское, да? Да, да. Эта муха как будто бы вот так в него пошла внутрь, и глаза ее вот так через его глаза. Вот я же всегда там Мону вижу с такими белыми гипнотическими глазами, а его с черными магическими огромными. То есть это как раз и символизирует вот это. И считывается поволока, и у него такая черная вот на глазах, как сферы, покрыты черными энергиями. Он говорит, что она открывает портал, что она дружит с ним, она ему доверяет. Он говорит, что она доверяет свою судьбу, свою миссию и принимает в эти руки его, а его духовная сущность, то это муха, конструкция эта магическая. И эта муха берет такими вот лапками, как будто бы одни руки, другие руки, много рук. И берет вот этими руками, лапами такими, такое, как жемчужину, ее энергию. А она как будто бы откусила вот отсюда.
где живут. Где родовые коды. Мгм. Вот. И он берет эту... Мгм. Сейчас я спрошу у Валерии, что она делала. Сейчас я это позамораживала. Ну, и эта жемчужина там покатилась и превратилась в эту куколку, так называемую Мгм. личинку, да, которая потом как бы прорастает, Мгм. превращается там, ну, в этого, как бы энергии этого варана, то есть подклоняться, подчиняться, да, ходить Мгм. на четвереньках. Вот. И я спрошу, каким образом она открыла этот портал. Потому что она как будто бы рукой вот так махнула, а Мгм. ее, где локоть, там оно вообще отломалось. И похоже стало, знаешь, как по-украински цепок. Такая палочка, на палочке такой рычаг, и вот эта палочка вот так бьет, ну, раньше так зерно Семена. молотили, Мгм. да? И Да. вот у нее эта рука на таком шарнире каком-то, и вот так просто вот так делает такой кружок, открывается портал. Мгм. Я сейчас посмотрю, что она делала. Она говорит, я вызывала духа дьявола. И как будто бы с этого портала достает вот этого какую-то как сущность. А эта сущность – это те же энергии. Этот варан и эта бабка с этой клюкой, это баба-яга. То есть это одно и то же. И она вот так из портала этого достала. Она Мгм. говорит, что она вызывала духа помощника и говорит, что ей нужно помочь утопить себя. Мгм. Так, почему ее, сейчас я спрошу, почему она решила утопить себя? И я вижу, что какая-то ситуация, и она говорит, потому что мама убила меня. И вижу ситуацию, ну, ребенок, Мгм. Валерия, маленький ребенок, ну, лет, может, 4-5, а мама ее ругает, стоит, а через маму работает такая это темная программа. И мама вот так дын-дын-дын и пальцем ей по голове так тук-тук-тук стучит. Считывается неправильное обучение. И я вижу, что это именно то, и в этот момент как будто бы лист бумаги, так шух, контракт. Мгм. Именно где соприкасается ее голова и палец матери, так шух, и в сектор интерферентов сияющая энергия пошла, как бумага. Сейчас мы посмотрим. Это, Мгм. да, это проект подчинения этого люциферианского царства, да, то есть это вся матрица, это тьма, другими словами, это есть вот эта матрица сознания Люцифера, в которую как собираются вот эти энергии. И вижу, что в этот момент заложилась основа вот этой куколки, то есть служение Люциферу или как еще, то есть творить не по плану своей божественной души, а Мгм. творить уже быть задействованным, вариться как в этой каше и быть задействованным в этой матрице, в этой тьме магической, и уже продукт, чтобы выходил как бы на пользу этой системы. Вот эти куколки. Мгм. На что согласилась Валерия, когда мать ее ругала? Что произошло? Она показывает, что она соглашается в тот момент, во-первых, подчиниться, стать как беспомощным ребенком. Ну вот это, как ребенок закутан в черные эти покрывальца.
и показывает руки. И руки вот так как будто бы сначала по кисти кто-то отрубает, а потом больше по локте, и считывается неспособность творить добро, Мгм. неспособность выполнить свою миссию. Опять миссия. Мгм. И я слышу перерождение, но идет нации. Перерождение нации. Как она с нацией связана? Мгм. Что это за нация? Интересно. Сейчас куда-то я улетела. Мгм. Сейчас я это заморожу, оставлю, чтобы я далеко не уходила. Мгм. Я слышу нация освободителей. Это нация Мгм. освободителей духовного пространства. Мгм. Так, что обозначает нация в этом контексте? Я вижу лицо, как будто бы вот лицо так чух, и одновременно вот как будто бы много ангелов стоят вот там вверху. Просто их много. Мгм. И потом они слетают, и вот так как будто бы у них лицом как в землю, знаешь. Сейчас я посмотрю. Мгм. Говорится национальные различия. Это как маска какая-то, отпечаток на... Когда вот она упала, то получился такой отпечаток на этой маске. Я слышу гравитация, то есть она проходит сквозь духовное пространство и физическое воплощение. Я вижу, как идет как будто бы какое-то превращение это. То есть ее рождение я слышу в Мгм. захваченных пространствах. А нация – это, я слышу, тип человека по образованию Творца, образу. Я Мгм. вижу, как эта маска отображает вот эти сияющие и внутри, сверху оно как будто бы ничего. Как будто бы это то же самое, грязь какая-то, да? Оно так, как глина, не грязь, а глина красноватая. А внутри это отпечаток, и оно все сияет. Я слышу национальные отличия божественных душ. То есть я вижу, что есть определенная нация, которая пришла, чтобы отложить как свой отпечаток. А что Мгм. происходит потом с этим отпечатком? Мгм. Давай посмотрим. Я вижу, как из этой маски, изнутри, с этого сияния прорастают как такие корешки вниз, в сектор интерферента. Я слышу в захваченное пространство. А Мгм. на этих корешочках такие листики. Оно туда прорастает. Я слышу, сеет семена. Что это за листики такие? И сразу вижу эту матку. Она считывается как матка. Это муха, Мгм. матка. Считывается мать Люцифера, матка. Мгм. И вижу эти захваченные частицы сияющих душ. Они между собой связаны. То есть они вот как в пеленках в этих черных до какого-то времени. Вот они как будто бы так, знаешь, замерли. Мгм.
А потом в одно время я слышу, что они услышали голос трубы, какой-то зов. Их Мгм. высшее я, они определили время, и потом, когда это время пришло, то вот эти все ангелы, которые там стоят, они услышали этот зов, они создали, они как бы позвали одновременно. А эти, которые не умерли, а некоторые умерли. Некоторые вот так, эта черная энергия их вот так всех высосала. А многие живые. И они просто встают и себе так спокойненько с этих черных уходят. А кто это умер, интересно, а кто не умер? Мгм. У этих, которые вот не умерли, я слышу, что у них есть естественная защита. И вот эта энергия Валерии, которая там в этой куколке лежала, она говорит, что я предупредила мать. И вот это тук-тук-тук. Мгм. И я слышу, что это разорванный контракт. И снова вот это разорванный контракт. И я вижу, что вот этот разорванный контракт в этой тьме, он похож, как будто бы эта сияющая сфера вот так растет и разрывает эту накидку черную на себе. Мгм. А что значит, что Валерия предупредила мать? Что это постучало по голове? Она говорит, я сделала ей сеанс освобождения. И говорит, что мать не получит карму. Я М. вижу этот сеанс. Интересно. Она говорит, что она не получит карму. Опять эти слова идут. Мгм. А за что не получит карму? Она говорит, за мое убийство. М. И я вижу, что в тот момент, когда мать вот так ее неправильно повоспитывала, в тот момент в эфирном плане они разработали, ну, как бы была их карма переброшена на ее маму для того, чтобы ее уличить в их грехах и перекинуть ответственность за то, что дочь как бы потеряла ориентир. Потому что буквально она как будто бы была, ну, столкнулась, то есть мать помогла. И вот это снова вижу вот этот образ Бабы-Яги, да, которая приносит в жертву детей. Это как раз и есть символ этой программы, как люди завязаны в этой матрице, чтобы приносить друг друга в жертву. М. И снова я вот идет внимание на этот портал, но он уже поменьше стал. И вдруг прозвучало символ. Я вижу, что вот этот огромный круг, вот так он сжался и превратился в такой, как лопасти, как пропеллер такой. Мгм. Снова эти ножи, как пропеллеры, эти ножи, резаки. Мгм. И там есть контракт у нее с Ильей. Говорит, он мой друг. Он разрешил мне, говорит, пользоваться. А что, Валерия вызывала этих духов, Наверно. помощников? Говорит, что она, я этого не вижу. Просто я М. слышу, что она говорит, что Мгм. он позволил ей пользоваться его помощником, одним помощником. И я вижу в этот момент, в этот портал лезет вот эта огромная муха М. с этими глазами. Она говорит, что он дал ей силу Люцифера, что она может управлять и буквально как будто бы жонглирует такими, как факелами черными. И в секторе принятия решения там есть какой-то контракт.
Давай посмотрим этот контракт. Вижу, что опять по этому контракту она вот как в этой мухе внутри находится как связанная, как этот ребеночек, как эта куколка. Я слышу, ее голос идет, я буду служить ему долго-долго. Но почему-то идет голос Амоны. Это вот. Угу. Так, когда Валерия попросила эту силу Люцифера через этого Илью, когда это она подписала с ним контракт? Я слышу, как она разрешение просит у своей мамы. Может ли она подчиниться воле Ильи, Люцифера, говорит. То есть я вижу, как эти программы внутри, эти связи нейронные, как они взаимодействуют. Это логистика демоническая. И вот это, так и слышу боль. Вот в тот момент, когда мама постучала, вероятно, было очень несправедливо. И это поэтому вот она и учительница. Да, то есть она как бы, этот запрос постоянно у нее. Угу. Я спрашиваю Валерию, видит ли она, что она спрашивает до сих пор свою маму, и она может отменить эту ситуацию и отреагировать на поучение мамы как-то по-другому. И я вижу, она встает, становится такая большая, берет этот черный палец и вот так положила его и отрубила. Ну, материнский. Отрубила и говорит маме, ты же чиста. То есть я вижу, что в этой ситуации то, что ее мама расторгла контракт, ее как бы и спасло сейчас, в данный момент от переброса кармы. И в этот момент у нее появляются руки, Угу. сияющие руки. Так. И Валерия говорит, что в этот момент она исключила себя из списка живых. Угу. И нагибается, и вот так, как из сектора интерферента, вот так что-то достает. И я вижу, что она эту кракозябру достает и поставила ее в сектор магии. И берет как увеличительное стекло и со всех сторон начинает ее изучать. Угу. А сама себе говорит, я малыш, застрявший в пространстве какой-то трубы. Какая-то труба развлечения. Развлечения добра и зла. И вдруг этот Люцифер, который там внизу, а у него такая же конструкция, как и у этой мухи. То есть эта муха, это точная копия как бы Люцифера, его сознания. И у него внутри начинается, как эта куколка, вот начинает как внутри живота туда-сюда, вот так. И он, и оно ему там как Жжет. со всех сторон она бьется, то туда, как летает, да. Я ей передаю, чтобы она успокоилась и просто расторгла этот контракт с мамой и запретила этому Люциферу и всей его команде вторгаться в ее пространство. И пусть она это письмо, которое она вот писала этому Илье, потому что оно какое-то странное, оно как будто бы такой пласт из угля, то есть оно все жженое. А Илья признается, что это он написал письмо одобрения. Он говорит, что он вызвал и показывает вот это НЛП-программирование, вот эти синие тесаки. Говорит, что это он использовал магию для привлечения, говорит, погибающих душ. Сейчас я спрошу, зачем ему это нужно. И появляется такая коммунистическая
звезда, как будто бы дыра внутри, как портал в виде этой звезды. Мгм. И он говорит одновременно: я служу Путину, я служу Сталину, стоит под козырек, руку держит, и показывает, говорит: я предал многих, я предал Ленина. И говорит, Мгм. что он заметает следы, и говорит, что ему нужно разбросить такой, как навоз, говорит, карму, его карму, как навоз, и он берет такими комочками, знаешь, как жук-навозник катает Мгм. такие клубочки, и он вот это катает, и говорит, что он раздает соратникам его же карму за убийство невинных душ. И снова портал как бы открывает какой-то и говорит, что он предал многих, и предал Ленина. Ленин там появляется, дух Ленина, то Мгм. есть его призрак. Вот. И он говорит, что он Ленина замуровал, Володю замуровал, Мгм. говорит, чтобы тот никогда не вышел. И вижу, что он его берет и просто как бы запихивает в тот портал, который там открытый, как какой-то полумесяц, такое свечение. Он колдун, он колдует, я вижу. Мгм. Так. Он говорит, что он привлек к власти колдунов, гипнотизеров и психиатров. Да, он говорит, что он заложил основу. А потом я вижу, как их расстреливают, Мгм. этих людей. Они его научили, что-то сделал. Он говорит, что он заложил основу новой коммунистической морали. И Мгм. показывает снова вот эти тесаки НЛП-программирования, как психоружие. Мгм. Вот. То есть это схема подчинения воли. Так. Мгм. Так, хорошо. Вот это за письмо, которое он сам написал, пусть Я вот забирает. вижу, оно сейчас как бы разделяется, и Валерия видит, как это черная, как труха, как будто бы уголь сотлевший, оно отпадает к нему, а она вот так, как во время того, как мама там постучала, так шух, точно так же сейчас она вверх, так шух, такое Мгм. длинное сияющее письмо. И она говорит: я тебя не вызывала. И так разворачивает это письмо вот так к нему. И там какие-то разноцветные буквы. Мгм. Сейчас я посмотрю, что это Что такое. это? Мгм. Я слышу расторжение контракта, но там вижу такой, как серп и молот. Вот так навкрест. Мгм. Серп — это, я слышу, молот этот — это молотить, как кувалда бить по голове, то есть убивать. Мгм. А серп символизирует как ну, жать, Как? жатва, Мгм. жать души. Ну, и людей на физике жать, ну, бесконечные войны, голодоморы, вот это все. Отрезать от первого Творца. И вдруг это все уходит, а Валерия вот так смотрит, стоит, вот так, и у нее вот эта маска. И эта маска падает, как пустая такая тарелка какая-то, как металлическая, так дынь-дынь-дынь, так звенит. И я Мгм. вижу, она оборачивается и уходит вверх. Я ей передаю, чтобы она сейчас расторгла этот контракт окончательно с Ильей, потому что он возобновил свои действия
потому что он нашел вот детскую эту травму. А я Мгм. передаю Валерии, чтобы она, то, что он искал, пусть все эти негативные энергии забирает к нему же. Мгм. И в этот момент я вижу, как снова появляется этот человек. Где-то моя вода. Работодатель этот. Мгм. И у него все происходит как бы обратно. Там он как наложил в штаны кучку, Мгм. и вижу, как пошло обратно. Эта энергия, она выходит с этой кучки. То есть получается, что тоже это программы предательства сработали. И она так встает, отрушивается. И такие черные энергии на ней. Мгм. Так. Я передаю Валерии, что она сейчас может зайти в тот момент и приказывать этой ведьме, Бабе Яге и этому хозяину убирать их энергии, потому что она она может отменить все подспудные Все эти подводные эти все контракты крючки, зацепки, все то, что... Да. и согласиться просто выполнять физический труд. Вот я вижу, как она как будто бы ходит, как учительница. Мгм. То есть выполнять свой труд, но все эти черные энергии отдавать им. То есть вот разделить, распределить. Мгм. Работа — это от коллаборации, от подчинения, Да, потому что разделения. это, мы работаем в этом мире, но написано же в Библии, вы будете сосать молоко народов. То есть вы будете работать в этой системе, но своим мышлением вы можете пользу для себя брать. То есть учиться, опыт набираться, а не поддаваться. Мгм. Вот. И я Хорошо. вижу, как у Валерии ее руки появляются, вот эти, которые были перебиты. Да, вот Мгм. это слово идет, коллаборация. Она поднимается вверх, а из сердца, вот отсюда, Мгм. выходит как пробка такая. Сейчас я посмотрю, что это за пробка. Я вижу, что это как гипноз. Вот этот, странно, он какой-то, как будто бы мужчина, но считывается просто как человек. Этот как Мгм. будто бы он лысый, но какой-то странный, как будто бы он вообще без одежды, такой пухленький. Может, эта программа так выглядит, как какой-то колобок. Мгм. И в черных именно этих штанах магических. И он так прищурился. Я передаю Валерии, пусть она ему этот весь гипноз отдает и отменит свои решения пропускать вот эти негативные энергии в ее пространство и искать зацепки, пусть отдает ему карму. Он находится в секторе магии по отношению к ней. Мгм. Пусть Валерия приказывает ему забрать все его воздействия, НЛП-программирование, все воздействия интерферентов через нее. Пусть приказывает им забрать ихними руками, и карма им отдается нарушение конов Первого Творца по отношению к ней. Я вижу, как она берет, буквально расторачивает эту папку, в которой вот этот ее листик. Она вот так расторочила, и эта полосочка уходит вот туда, в сектор интерферентов. Мгм. И она вот этой полосочкой как будто бы вот так, как будто бы выбирает. А ее энергия оттуда выходит. И я вижу, как эти тряпочки, которыми типа она была закутана вот так, туда как просто падают. Опять Мгм. горлышко село.
Пусть очищает ее пространство, все эти чужеродные энергии отправляет на аннигиляцию всю карму истинным виновникам. Все программы, Так, то, что они... одну секундочку. Да. Сейчас. Не могу положить. Положила. Мгм. Сейчас вернулась. Я ей передаю, чтобы она забрала все ее частицы, очистила и запретила коллаборацию. И за вторжение в ее пространство пусть понесут. Да, и снова звучит. А вот эти ангелы, которые там стояли, они хлопают в ладоши, как в крылья, как будто бы Мгм. крыльями. И говорят, что ей помогло расторжение контракта первичного. Мгм. Буквально засчитывается, спасло. Вот зачем нужно расторгать эти первичные глобальные контракты. Понял? Мгм. То есть, Что? а сейчас любые воздействия, пока еще эта система существует, по приказу человека он может все это отменять. Я Мгм. вижу, как она выходит, целостная энергосфера, такая шарообразная, большая и плотная, и скользящая. И эти энергии с нее просто соскальзывают. И вот я ее вижу, там лицо, она Мгм. выходит, я ей передаю, чтобы вот на ногах есть такие маленькие крылышки, а носочки как будто бы в черной энергии. Я ей передаю, что она полностью очистила и передавала, и стерла со всех информационных полей все чипы, импланты, подключки, очистила свою матрицу бытия от соглашений с антимиром в любых пространствах, временах, в прошлом и в будущем, и возобновила свой личный творческий потенциал, а я слышу, вернула свое лицо. Мгм. Мгм. Отлично. То есть лицо первотворца, потому что вот интересно, как, да, лицо первотворца, то есть мы носим на себе, мы как зеркало первотворца и прославляем его своими действиями и своим решением вот быть творцом. То есть я вижу, что вся вот загвоздка в этой коллаборации, то есть прогнуться. Я ей Мгм. передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей, во всех пространствах любые решения, когда она решила прогнуться под чьей-то волей. Пусть она возобновляет ее собственные границы, ее суверенность. Мгм. Так, она закрывает этот портал. Он вот так этот, который был вот здесь, открылся, да, он закрылся. Я ей передаю, чтобы она все утечки энергии ее, все порталы, чипы, подключки и чужеродные ДНК пусть удаляет с ее пространства и возобновляет ее эфирная чистая ДНК, как она родилась божественной, чистой, божественной душой. Мгм. И она говорит, что она готовится к переходу и показывает, какое-то действие происходит вот здесь, в сердце, как будто бы такое излучение какое-то. И такое идет, как вот такое излучение, вот разноцветное, вот так оно. А я ее спрашиваю, что это такое, а она говорит, что готовится к великому переходу. М. А куда? Она вот так показала, вот так махнула рукой на этих ангелов, которые там стоят. И говорит, что мы все вместе пришли и все вместе уйдем. Мгм. Она говорит, мы очистим лица. Говорит, мы станем творцами. И она говорит, что мы проявим ясность. Мгм. Хорошо, да.
Так. Мгм. Так, готовится к переходу. А что-то еще нужно ей сделать, чтобы это произошло? Она говорит, вот так показывает пальцем, говорит по очереди. Мгм. Говорит, алло, а потом я. Странно. Интересно, почему это такая очередь образовалась? Идет информация, что когда она вот это говорит, что если она уйдет, то как бы Алуа не сможет. Мгм. То есть мы как взаимопомощь друг другу на Да, да, каждом да, уровне работаем, уходить да, витками ну, вверх. да, каждый как, как клавиши в пианино, знаешь, нажимается каждый в своей очереди, а создается одна общая гармония. Мгм. Да, спешить не надо. Все в свое время. Хорошо, пусть Валерия очищает пространство, все контракты расторгает, которые есть на данное время. Мгм. Хорошо. Вот эти замороженные ситуации, которые есть, Виктория, Да. размораживаем, тоже отправляем на аннигиляцию. Да. Мгм. Хорошо. Валерия хотела узнать, что происходит при погружении с Евгением со мной, когда она погружается в эфирное пространство. Давай найдем последнее погружение, когда это произошло, что происходит с Валерией, как это происходит у нее. Есть ли какие-то воздействия? Ну, смотри, Мгм. это такой общий вопрос, который вообще никак Понял, хорошо. Тогда проявляется. это надо Потому что, смотри, человек проверить. действие, да, да. Мгм. Человек это решение, действие. То есть это нужно конкретно. Вот я ей сказал это, куда там это, но это вот другой вопрос, да. То есть почему вот это коучинг имеет свою структуру, методику, набор этих открытых вопросов для того, чтобы человеку помочь вытащить. Но там еще другие есть нюансы, да, то есть постановка целей, все такое, все вместе. Есть своя методика. Мгм. Хорошо, отложим этот вопрос, Виктория. То есть Так. человек может с другим человеком, если он разговаривает, ты, я вижу по отношению к ней, Мгм. находишься справа, как бы выше. Мгм. Ну, это, по-моему, это вопрос сильно как бы Ну, общий, и потом, так да, оно не да, работает. это надо рассмотреть, как это. Мгм. Хорошо, как их запланировать. Хорошо, Виктория. Еще вопрос. Валерия хочет отменить ее посвящение в октябрят и пионеры. Если есть эти посвящения, пусть Валерия их отменит. Да, вот это они были, проявлялись, да, вот эти звездочки. И именно по этим, вот зачем нужны символы? Мгм. Вот есть идеология, зачем нужен символ? Носить этого Ленина на каждом эти мероприятия, посвящения, инициации, да? Для того, чтобы потом такие уроды, как Сталин, воплотились и дальше продолжали свою магию по этим же логистическим путям. Потому что в памяти отложено, то есть эти события были. И я передаю Валерии, и она просто вот так берет и как бы все вот это тем, кто на это притягивается, вот Илье, это и школе, это все, пусть забирают и пусть карму получают за то, ну, что ищут, то находят. Мгм. Хорошо, пусть отдает им все ихнее, забирает то, что принадлежит ей, очищает.
карма дает за насилие. Я вижу, как она снимает эту звездочку, и Звездочка. вот эти вожатые, они тоже получают карму. И Мгм. она ей просто вот так как в лицо колет этой иглой, потому что и я слышу коллаборация. Человек может не осознавать, но когда он подчиняется злодею, то он виноват. И когда он, даже не осознавая, других подключает, то он получит рано или поздно свою карму. Мгм. Хорошо, Виктория. Так, от этой ситуации освободись. Соединить. Отсоединись. Ага. Отсоединись. Мгм. Так. Валерия хочет узнать, кем была ее дочь Мириам в прошлом воплощении. Этот, может ли она ответить на это? Ничего не идет. Мгм. То есть до ее этих аспектов или для целей оно не имеет никакого какого-то значения. Мгм. И я слышу, что я долбаторю дочь, и не надо искать в прошлых воплощениях, нужно наладить отношения в этом отношении. Я вижу, как она вот так вот пальцем, так дын-дын-дын дочери по голове. Точно так же, как и мама. Мгм. Передай Валерии, что может отменить это насилие над ее дочерью в этом воплощении. Наладить с ней гармонию. Ну, это, да, то есть эти энергии, ну, это решение, ну, как бы, это действие, то есть это нужно Мгм. действием. Вот есть ситуация, в этой ситуации не по шаблонам стереотипным этим идти, а по-новому решить, а как я должна реагировать так, чтобы не вовлекать свою дочь в негативные вот эти отношения. Ну, вопрос, а Мгм. кто мудрее, я или дочь? Я, конечно, мама. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Да. Очищаем пространство, поднимаемся все вместе вверх. Мгм. Посмотри сейчас на Валерию, как она выглядит. Она выглядит как огромный, энергосфера огромная, шар огромный. И она вот так мне говорит, что она расторгла контракт с работодателем. Мгм. Говорит, конец рефлексии. Ну, правильно. Мгм. Отлично. Ну, хорошо, Виктория. Спроси у Валерии, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да. Мгм. Хорошо, тогда прощаемся с Валерией. Ага. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего, поднимайся вверх. Мгм. Проверяй твое личное пространство. О, Всё кто-то орет. Она все снова испортила. Я им забирает. приказываю удаляться. Ага. Да. Мгм. Мгм. Там какие-то вот эти коробочки. Сейчас, одну секунду. Да. Все там колбочки, Все, все эти, стекла, это все, что не нужно, все отправляй или трансформируй портал на в свет. утилизацию. Мгм. Хорошо, Виктория. Наполняемся после этого энергии светом, любви, гармонии жизни. Мгм. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. Говорю, я в восторге. Ну, мне очень понравилось, все хорошо, классно, супер. Я знала, что там именно, ну, видишь, как у меня четенько по аспектам. То, что надо было посмотреть, то и посмотрели. Все, что надо было решить, то и решили.